Короче, тусил я в неофициальном справочном разделе об игре, в которой сейчас Аргонос вливает тонны трудов. И в общем натыкаюсь там на фотку женской версии героини Фараона. Смотрю, и визуально она подталкивает к тому, чтобы сделать какой-нибудь мем в стиле «Батя не хочет заводить кошку, но семья заводит кошку. Через время батя и кошка». В общем, делаю скриншот, закидываю его в предложку группы ВК, записываю чисто идею для мема, чтобы потом не забыть. И самое главное, ставлю публикацию на 2026 год. То есть использую этот инструмент чисто как черновик. В общем, отхожу от компьютера, чтобы поплакать о том, что не все поняли шортс о стадионе Инициативы, и плачу так пару дней в офлайне. Возвращаюсь в онлайн и вижу такую картину. Черновик каким-то криворуким образом не был поставлен на 26 год, а был опубликован в тот же день в никакущем виде. Эта запись набрала аж 9 лайкосов. Если вы из числа тех, кто видел этот пост, то я его допилю как-нибудь потом. А пока... Арена малого турнира на 19 уровне. Классический некромант от ветки тьмы с природой против темного эльфа Рашера. Если опираться только на билды, то сборка тэшки имеет огромные преимущества. Однако есть маленький нюанс, о котором чуть позже. Темный с первых ходов рашит некроманта и сразу уничтожает лича и вестника. Некр же перестраивается для создания коробочки вокруг чумок. Дракон и Минотавр как раз устремляются туда. Причем драк перекрыт от вестника, который может бахнуть смертельной хваткой. Вестник падает от ящера, и в игру вступает Берс. Фурия под ним почти выдает ваншот. Контроль возвращается, и после удара Фура встает на ту же позицию. При этом на месте остается ящер, дабы нивелировать второй возможный Берс. К чумкам приближаются Минотавры, и в игру вступает аккуратная огнестенка, которая не затрагивает призрачного драка. Минотавру же везет на 2 попадания подряд по призракам, а Некру мешает всадник, поэтому им с Фуркой прилетает травля, которая дополнительно подгоняет некрогероя вперед. И в принципе линейка инициативы для него выстраивается хорошо. Фурка ходит после затравленного наездника, поэтому она быстренько выхватывает Берса. По щам уже получает Афродракон. Что за отношения? А вот дальше происходит самое интересное. Некр кидает стенку прям под Фуру, и Тэшка под управлением собственных рук ведет ее из огня в огонь, дамажа призрака, но высвечивается промах. И Фурка возвращается тем же самым путем, полностью утратив боевую мощь. Фактически с этого момента победа за некромантом. Управление за Тэшку переходит Скайнету, который также красиво в финале прожаривает Мина. Потушите мою жопу! Арена малого турнира на 14 уровне. Гном, который имеет 31% побед в этой паре, играет от удачи и сбором войск. Напротив, маг с чародейством и восполнением. И небольшой веточкой хаоса. Моментально Гаргулья получает от джинов ускорение. И что самое главное, уклонение. Гном также моментально врывается на позиции врага. Но при наличии 2 стрелковых стеков 55% уклон на Гарге уж очень мешает. И он детками подрубает руну магического надзора, который через перекрестную атаку дамажит несколько стеков и снимает именно уклон. Хотите, я вас щелкну? Щелкну? В смысле щелкну, браток? Но вы даже стоите так, будто бы хотите. Джины и перенакладывают защиту от стрел, но из-за их количества эффект продлится недолго. Подчищаются войска мага, но якорные стеки у него все же в игре. Отпор он давать способен. Как только заканчивается действие уклонения, урон у копья и детков становится ощутимым. Однако запас стрел близится к концу. Големом занимается только Мишка, который прижимает руну воскрешения. Остальные сфокусированы на Гарге. Кольцо холода сливает драков и берсов, как бы открывая проход приближающимся стрелкам. Но теплое местечко спешат занять хозяева. Ты что забыл у меня на районе? В смысле, что я забыл у тебя на районе? Я даже дорогу перешел, чтобы разглядеть твою рожу. Маг подключает горголет. Гному нужно как-то переконтривать, поскольку стеки у него не славятся дальностью хода. Да маг способен выдавать пока только герой. Хаос мага долбит хорошенько. Однако есть небольшое окошко во время восполнения манны. Но опять же Гарга доминирует в дальности хода. Даже при прокнутом БД Дедку не удается сблизиться с крылатой. Ну и казалось бы финал ясен. Но во время этого самого окошечка с восполнением манны старейшинам везет на мораль, и на огрызке он вылавливает Гаргу, да еще и с удачей. Герой гнома добавляет урон, а молния оставляет деду всего 16 хп. В этом случае магу уже нет резона копить ману, поскольку и у Гарги осталось всего 17 хп. Герой маг делает удар с руки и не добивает 2 хпульки. Победа за гномом. Я стремался лезть в это дерьмо, но все-таки мы смогли. Ты видел или нет? У него был нож. Я видел ствол. Ты видел ствол? Ага. Что ж, на этом мы завершим сегодняшний выпуск. Если вы тактично подловили противника на ошибки или сами такую допустили, то смело присылайте ссылочку, не забывая рассказать о ключевых моментах. Ну и конечно же играйте в удовольствие.